всем салам алейкум, всех приветствую. Сегодня я вам просто такой видос покажу, я вам столько всего расскажу, вы будете в шоке просто. Позади меня в коробках 140 тысяч долларов, пацаны. И что это? Давайте поподробнее. Позади меня Mansory, оригинальный обвес на Rolls-Royce Cullinan. Один Rolls уже здесь в базе, который вы видите. Это все вот эти коробочки, включая вот их здесь 3 штуки. За эти 3 коробки человек заплатил 140 тысяч долларов. Это оригинальный обвес от Mansory, полностью из карбона. Неужели настал этот момент, когда я вам могу показать сейчас детально каждую деталь, как она сделана, хорошо ли сделана, плохо сделана. Это все мы с вами сейчас в дальнейшем обсудим, пацаны. Я для вас такое приготовил, вы кайфанете просто, я вам отвечаю. Я думаю, вы уже поняли, да, к чему это все. Здесь у нас наш Rolls, который мы с вами крутили, собирали, выбирали, гадали, кому-то стиль заходит, кому-то не заходит. Но здесь наше личное производство, можно сказать, наш дизайн, все придумано нами. Ну, нами я имею в виду, нами всеми. Дальше, сегодня ко мне поступил очередной выскочка. Rolls-Royce Cullinan. Кто как по кайфу так называет. Это идеальная машина, здесь ничего не делалось, она вся в стоке. Именно на этот аппарат будет устанавливаться обвес Mansory. Как раз мы с вами посмотрим, что разобрать, дособрать, доклеить, увеличить, убавить. Понимаете, да, о чем я? Дальнейшие вопросы и трудности, которые будут происходить с этим обвесом, представляете, кто вам еще такое вот, кто вам такое еще покажет, кроме меня? Это все будете смотреть и наблюдать вы. Вам такая участь выпала, вы вот избранные. Нео курит в сторонке по сравнению с вами, представляете, пацаны? Это все я делаю ради вас. Сейчас на секундочку паузу ставишь, лайк делаешь, короче. Ставишь тоже. А потом, как закончится серия, один комментарий топишь за своего брата, который вам вот такой контент выдает, да? Вам тезисно рассказать. Сейчас мы разберем машину полностью. Потом будем доставать обвес. Вместе с вами сделаем распаковочку. И будем накидывать на него, смотреть прилегание. Если есть какие-то ошибки, зазоры и так далее, мы это все будем устранять. Мы не будем делать так, что обвес будет, образно, да, кривой, и вот мы его установили, и потом говорим, ну, обвес кривой, братан, мы ничего сделать не смогли. Мы будем над этим работать, для этого мы и взялись за это дело. У меня лично вообще чисто спортивный интерес, мне просто интересно. Я хочу посмотреть, что такое оригинальный Mansory. Можно сказать, мы первые в Казахстане, кто будем устанавливать оригинальный Mansory на этот кулек. И этот кулек тоже первый, кто будет ездить в оригинальном обвесе от Mansory в Казахстане. Имейте в виду, это я сейчас вам все покажу, чтобы завтра, послезавтра разговоров не было, чтобы все знали, что именно этот Rolls, он у нас в оригинале Mansory. Все. Давайте пробежимся по самому Rolls. Так, здесь у нас уже есть такие детали, которые уже подверглись немного кастомизации. Эти значки привозил я. Вот это сделал Асад. По салону вот такой шикарный салон, ничего не могу сказать, просто шикардос. Цвет салона, звездное небо, все шикарно, руль все закрыли, шайбу и коробку тоже все закрыли. В дальнейшем будем обклеивать вот эти места съема бамперов в скотч, чтобы не было никаких коцанок. Пороги будут меняться полностью. Задний диф будет скидываться. Вот эта часть, она идет отдельно. Я уже разбирал. Знаю, здесь бампер, можно сказать, 3-4 составной. Оптика вся остается в родне. Ничего переделываться не будут. Поставим на нее обвес, примерим, посмотрим, как это будет на нем сидеть. Здесь у нас выхлопная система Mansory оригинальная. А вот в этих ящиках... Вот, кстати, сам спойлерок от Mansory уже лежит. Мы просто его прикинули. Вроде неплохо сидит. В этой коробке весь обвес Mansory, 2 бампера и вся прочая мелочь. Там у нас лежит капот полностью кованый. Это у нас
Здесь обвес у нас лежит от Rolls-Royce рейса, который мы собираем. Так как я Rolls собираю, чтобы я как дорогой мастер выглядел, надо очки одеть вот так. Вот сейчас я дорого выгляжу. Теперь можно начинать. Так, пару минут спустя, пацаны, бампер наш отлетел, верхняя часть ушла, задний бампер тоже скинули, задние боковые вот эти щечки, их тоже сняли. Здесь надо будет вот так отпилить усилитель, ну это вы все увидите, я все покажу вам. И самое интересное, давайте начнем анпакинг. Сейчас я установлю штатив и будем балдеть с вами. Пороги показываю. Но они уже готовые. Вот так они выглядят. Все четко, ничего не скажешь. Я сейчас тебе такое покажу, Алекс, ты будешь в шоке. Посмотри, что они закинули туда. Это якобы мы должны установить в салон и отдельно включать LED, чтобы вы понимали. Вот на эту кнопку посмотрите. Ты должен в салоне отверстие. Я могу это сделать так, чтобы видно. Но это мы так сделаем. Ее надо сделать так, чтобы ее вообще не было. Чтобы как у нас включалось и все работало. Понял? А они закинули вот это, чтобы ты отдельно сделал, вот как вот эти джипы, внедорожники себе на доп свет ставят. Вот. Ну, короче, ты понял о чем. Решетка хромированная. Мы ее будем замывать. Хром весь уберем, сделаем черный глянец. Потому что хрома на машине особо нету. Даже если он есть, он вот такой черный хром. Антихроны, пороги. Смотрим. Вот они пороги. Неплохие, хорошие. Вот так она сделана, внутренняя часть. Смотрите. Вот здесь есть вот такие вот точки. Я вам еще их много где покажу. Здесь вот такая работа у Mansory. Смотрите вот сюда. Вот. Обратите внимание на это. На вот это все. Вот здесь. Ну, это тоже. Ладно, сделаем. Но каждый раз, когда я буду показывать вам какие-то вот такие кратеры или точки, помните одно. 140 тысяч долларов. Вот это помните всегда, когда я буду что-то показывать, чтобы вы не говорили, ой, там, якобы можно на это глаза закрыть. Да, можно закрыть, но не на 140 тысяч долларов. Вот о чем я и говорю, чтобы вы понимали. Едем дальше. Ты мне нужен сейчас будешь. Пацаны, вы тоже смотрите. Показываю. В шоке будешь, брат. Не. Подойдите поближе, посмотри. Это 3D печать. Это просто 3D принтер. Вот смотри. Принтер, да. И туда внутри внедрены обычная LED лента. Вот, посмотри. Что на разном цвете? Вот. Потому что пластик был разного цвета. Нет, вот. Не знаю я. И еще бонус, смотри. Это подсветка в решетку. Какая была подсветка у нас, ты помнишь, и вы помните. И вот здесь какая подсветка. И эта кнопка якобы такая же, как там. Чтобы ты подсоединил отдельно кнопку. Это уже две кнопки там должны быть, понимаешь ты, да? Rolls-Royce? Да, в Rolls-Royce ты должен сделать в панели где-то отверстие и внедрить туда вот эти кнопки. Они еще будут светиться неизвестно каким цветом, синим, красным. Синим. Синим, да, вот синим. И ты будешь вот так нажимать, у тебя раз в решетку свет включился. Ты нажал, раз, выключился. Понял, да? А я бы, знаешь, что бы сделал бы? Допустим, эти две кнопки вот так рядом друг с другом, изолентой, и чтобы под рулем вот так сделать. Пацаны, кто шарит, поймет сейчас, вот о чем я говорю. Едем дальше. Вот смотрите, какие детали. Сделаны, базара нет вообще, четко, ничего не скажешь. Вот. И вот сюда вот эти логотипчики. Каждая деталь имеет свой парт номер.
На ней есть парт-номер. Если ты в случае где-то ее потерял или еще что-то, ты можешь его заказать. Если кто-то хочет заказать себе Mansory обвес, да, так сказать, мы можем тоже это реализовать, имейте в виду. Все, это убираем, ладно. Смотрите, показываю еще одну деталь. Mansory в решетку. Что мы здесь видим? Так, 3D принтщики, подтягивайтесь. Ваша тема подвалила. Вот она. Вот она, смотрите. Здесь везде 3D принт. Ну, базара нет, четко, ничего не скажешь. Показываю, вот смотри. Обрати на вот это внимание. Обратите сюда внимание. Не обессуйте, пацаны. Я работаю на 2 камеры. Сразу в в Инстаграм и в Ютуб. Дальше. Ну, короче, я думаю, вы понимаете. Каждый раз показываю. Помните, да? Я показываю, вы про себя говорите. 140 тысяч долларов. Косарей. Вот. Кратеры. Вот. Показываю вот эти. Вы видите их, да? Склеивание посмотрим сейчас между собой. Вот здесь кратеры. Вот, пожалуйста. Вот кратеры. А помнишь, как я на минике склеивал? Да, вот кратеры. Вот. Смотрите сюда. Это состыковка 2 частей. Внутренней и внешней. Но вот здесь, видимо, они решили, что за 140 штук и так пойдет. Вот. Вот. И так окей. Короче, если бы он стоил немного дешевле, штук 40-30, то, что я сейчас исполняю, я бы этого не делал. Отвечаю. Мы бы просто молча все подогнали бы и поставили бы. Но так как он стоит такие бешеные бабки, и все со всех сторон, со всех, я не знаю, углов мне кричали за Mansory, я пытаюсь вам детально это все показать, чтобы вы, ну, понимали, да, что вот, люди это люди. Нету такого, что вот сделали и это вау, супер идеально. Это и так идеально, но просто это я делаю чисто из-за того, что вы говорили и то, что у него прайс такой. Все, дальше. Шикарная деталь, посмотрите. Это передняя часть, которую я сейчас снимал. Ну, хорошо сделали, базара нет. Вот, смотри, Альш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, все в кратерах, вот, абсолютно все. Это называется не дошла смола. Это все делать нам, чтобы вы понимали. Это надо будет каждый кратер заливать смолой, шкурить и лачить потом. Так, задний бампер. Большая деталь, очень интересная. Получается, нам щеки можно было не снимать, да? Ладно. Посмотрите на вот эту сетку. Просто молча покажи. Как она установлена бомбово, посмотрите. Вот здесь загнуто вообще. Ну, в принципе, для Европы это нормально считается. Ну да, я же говорю, я каждый раз, пацаны, когда я каждый раз что-то вам показываю, сразу в голове себе говорите 140 тысяч долларов. Она трехсоставная получается. 1, 2, 3. Вот это все надо будет снять. А что, мы сами даже наклеить, да, его? Никакого Да. фиксатора нету? Нету. Заглушки. Дай-ка вот заглушку даже. Вот посмотрите на эту заглушку. Вот. Что это по-братски? 140. 140. Молодец, правильно. И мы должны его... Да? Вот так на скотче, если там что-то сломалось, чтобы можно было отклеить. Быстренько. Блин, но вот губа именно, вот эта часть, шикарно сделана вообще. Выдержка, да? Вообще шикарно сделано. Ничего не скажешь. Если Базара бы нет. здесь была эмблема Mansory, и она Скромнее? горела красным цветом. А, ну да, тоже можно. было бы красиво. Да. Все, убираем. 140. Вот каждый раз, когда я буду вот такое показывать, ты говоришь 140. А что сейчас с ним делать? Баха, он лопнуть может же. Да, его надо в любом Смотри. случае прокладывать внутри. Кратеры снимаю, пацаны, вот. На губе. Видовая часть, чтобы вы понимали. Первый кратер в студию. Дальше, вот здесь подсними, Алиш, вот. Вот так они отпилили и нам швырнули ее.
и сказали, дальше разбирайтесь сами. Шпаклевка зеленая. Сеточки, бомба, сеточки, машаллах. Как бы, ну, обрежь ее вот здесь, накинь Сам сюда обрежешь. Ты что-нибудь. для чего? Леды как сидят? Баха, леды как сидят? Зацени. Точно никак. Да, понял, да? Я почему тебе говорю, потому что мы с тобой Да, мы сделали как будто... строгали их днем и ночью. И здесь как сидят? Посмотрите, абсолютно разно сидят леды. Здесь сидит вообще по-своему, со ступенечкой. А здесь вровень сидит, без ступенечки. Молодцы, шикарно. Алдан? 140. Вот. Знаешь, как это, когда вот... Здесь кратеры тоже. Так в натуре, прикинь! Асфиксом. Это все асфикс. Офигеть. Алдан? 140. Вот. Ну, исполнение, я вам скажу, пацаны, хорошее. Ничего не скажешь. Да, респект за то, что вот это все это карбон. Хоть и в грунте, но это все карбон. Да, я ничего не говорю. Качество, общий фон, вот эти вот прилегания деталей к детали. Очень хорошее исполнение, отвечаю. Есть доработки, мы их доработаем. Почему я их озвучиваю? Чисто из-за того, что Алдан. 140? Да, 140 тысяч долларов. Все. Так бы он штук 30-40 стоил бы, я бы даже это не озвучивал бы, потому что нормально здесь все сделано. Поэтому я и говорю, я просто хочу пацанам показать, как это на самом деле выглядит, да? Ну, ты же каждый день не видишь же оригинальный обвес Mansory. Я не вижу, например. Я первый раз в жизни вот сейчас вижу его, да? И у меня есть возможность пацанам это все показать. Вот я и показываю. Они же мои роднички же, как я вот без этого их оставлю. Капот хотел вам показать. Столько вот этого всего лишнего, чисто за доставку воздуха заплатить. Смотрите, пацаны, вот на вот это все. Вот здесь сними, Алиш, вот. Вот. Смотрите, вот здесь. Вот тут. Вот. Кратер за кратером. Вот здесь торец покажи. Вот сверху. Смотри. Смотри, вот. Блин, у меня на камере фокус не... А, вот поймал. Вот. Вот сюда идем. Вот сюда посмотри. Вот сюда посмотри. Вот сюда посмотри. Вот здесь вот основу смотри, сколько дырок. Да, они везде, по всей плоскости. Вот здесь посмотри. Вот, везде, вот, по всему капоту. Вот даже рукой делаешь, вот, чувствую. Вот, пожалуйста. Огромная. О, базара нет. Алдан? 140. Они с учетом того, что они сдачи отправят, наверное, поэтому такая цена. 100 вернут. Да. Если 100 вернут, тогда да, нормально. Вот здесь посмотри. Давай на тебя. Оно же все лачится, подглянь. Да, Алиш, иди сюда, смотри. Ты представь, сколько слоев лака надо дать, чтобы он утонул. Да, это все равно видно все будет. Конечно, будет видно. Дело в том, что он вакуумировался Инфузии. инфузией, и эта смола не дошла до туда, докуда должна была дойти. И насчет лака он тоже правильно говорит. Это сколько слоев надо дать. Это надо, знаешь, что делать? Брать смолу и каждую точку, блядь, сидеть и заливать, понял? Вопрос, смола может отличаться. А мы сделаем, чтобы она не отличалась. Ты нас за кого держишь, братан? Я не понял. Здесь тебе что, Шараскина контора, что ли? Все, пацаны. Вы видели все своими глазами. Я ничего не добавлял и не убавлял. Как она есть, я так вам все и показал. Вы же мои роднички. Че не заехал? Ты капец вовремя приехал. Пошли. Что сделал? Я просто хочу тебе показать. Каждый раз, когда я тебе буду показывать какую-то деталь, ты
или Алдан будет говорить, или ты помни у себя в голове, что за него отдали 140 косарей. Давай его бахом вот так поставим сначала. Я вот эти листики вижу. Смотри сюда. Вот сюда посмотри. Прикинь, да? Теперь смотри. А ты это все фиксировал, хозяин? А, конечно. Смотри. Кратеры, смотри здесь. Видишь, смолы нету. Ну, хотя это уже типа финишная, готовая, да? Да, ее просто, по идее, мы должны залачить. А мы как Лёха за такое? Да, а мы что делали, вспомни? Теперь... Бедный Леха. Бедный Лёха. Лёха, брат, дико приношу свои извинения. Вот. Ты сейчас в шоке будешь, Зай. Вот ты сейчас вспомнишь, как ты мне мозг выносил. Я решетку пилил, сидел в стружке. Помнишь, да, Алиш, в этой железной, чесался потом. Это подсветка в решетку. Посмотри на ее саму. Машаллах, красота, да? А это, Костя, извини тоже меня теперь, пожалуйста, за то, что я тебя... Короче, недавно у нас же тоже LED. Я Косте говорю, ты, мы в оригинале купили. Он говорит, я драл такой оригинал, а там водой залила и пару лампочек не горело, понял? Вот это оригинал, покажи ему, пусть его дерет. Теперь самый прикол. Дальше следующий, наверное, тебе Алишу извиниться придется. Вот эта кнопка специально для того, чтобы отдельно включать леды в решетку и выключать. И ты должен сделать в панели отверстие, братан, чтобы эту кнопку туда внедрить. И я тебе больше скажу. Таких кнопок у нас 2, братан. Это зачем? Это для вот этих ледов. Вот они. Теперь посмотри на эти леды. Узнаешь форму печати? 3D печать. Серега, Алиш, извини, пожалуйста. Сюда посмотри. На вот это посмотри. Больше 3 раз нельзя извиняться в камеру. Алдан 140. 140. 40 тысяч. Да. Она такая кривая или Да. мне кажется? Она такая крывая, тебе не кажется. Твой глаз тебя не подводит. Один. братан. Да. Один, говорит. Теперь приподними его. Вот сюда посмотри. Вот сюда посмотри. Теперь с этой стороны стань, Зая. И посмотри вот здесь впадину вот такую. И ты говоришь, это готовая деталь. Ну, ты это удали. Вот это посмотри. Теперь иди сюда. Вот сюда обойди. 140 тысяч. 140 тысяч, брат. Подними его. Посмотри на его торец. Я просто не матерюсь, братан, но я в шоке. Посмотри вот склейки. Вот там посмотри, что творится. Вон там посмотри, что творится. Вот сюда посмотри. А ты это будешь в сторисе рассказывать? Это я все снял уже. А он не обидится? Смотри. Да не, это в любом случае Я же дорабатывать должен- надо же. Вот смотри, я же должен показать, Да. что я сделаю. Да. А не Нет, так, что они не, ну тогда посмотрят. тебе, брат, надо сказать, брат, вот ты видел вот это все сам? Он, естественно, он это увидит. Не, ну надо показать. Вот посмотри на капот. Вот так, сюда, вот здесь. Вот сюда посмотри. Она вся в кратерах, полностью. Мне кажется, вы одним лаком тут не обойдетесь. А здесь лак не вариант, в том-то прикол есть. Здесь Здесь надо шкурануть смолу. смолу, да. Видишь, брат, я же лишнее не говорю же. Теперь получается. что такое? Это Офигеть. супер. Ты Мэнси. помнишь, когда... Зайр, ты, получается, перед всеми извинился, но один остался. Не, ну брат. Вот тебе и Мэнсери. Но давай по чесноку сделаем. Если бы я бы не душил, ты бы в 10 раз лучше сделал. Да, согласен. Я это тоже я, сказал. Я это признаю. Да. Так что, ребята, тот, кто смотрит, то есть самый большой плюс, что эта машина, кстати, я ее пригонял, эту машину. Я ее пригнал в 23 году. Самый большой плюс, что она попала к Анзору. Так, по второму Роллсу. Зачем он здесь стоит вообще? А, вот он. Выдает ошибки. Смотри. И мы по нему погуляли и нашли причину. Сейчас быстро устраним. Вырубь. А ты его отключил? Вот пришлось разобрать обратно. Все, подключили.
до того сегодня про этот Мэнцель рассказывал, что уже сил нету рассказывать. Про наш рост расскажи, что мы сделали сейчас в данный момент. Ничего не делали, просто когда собирали, Майкл, салам алейкум, пропустил одну фишку, и все, подсоединили фишку, все работает. Все, дальше Ну, у Майкл, нас... все равно спасибо, Майкл, love you, брат. Да, братан, от души тебе по-любому. Ты Просто наш очень брат. тигр, Конечно. Сейчас повторно Алиш смотрит машину, мозги проверяет, все между собой общаются или нет. Все потом соберем. Еще раз заново пробежимся по всем мозгам. Если все окей, все. Останется там чуть-чуть корректировку сделать и все. Машину можно выгонять. Rolls-Royce Центр в Бродягском гараже. То, что мы разбирали до этого, это мы не считаем. Сегодня у нас день первый, по идее. У нас в планах за 10 дней собрать Rolls. Получится это у нас или нет, вы это все увидите. Сегодня у нас надо подрезать вот эти все места. Сейчас я вам ближе все покажу. Ну и накинуть весь обвес на него, посмотреть по прилеганию, что да как. Я думаю, пора приступать, потому что у нас и так нету времени. Сами понимаете, 10 дней это новый рекорд какой-то будет. Все, давайте пробегусь по тачке и потом мы приступим.